Приветствую вас на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня у меня 5 блюд, которые можно приготовить на Новый год. На их приготовление уходит не более 2 часов. Все просто и быстро. Вариации могут быть любые. Я предлагаю свой вариант основных блюд для праздничного стола. У меня 2 рецепта закусок, 2 салата, 1 горячий и, конечно же, десерт. Ингредиенты указаны под видео. Там же ссылка на другие рецепты для новогоднего стола. Если вам понравятся рецепты, поделитесь ими в соцсетях. Давайте готовить. Начну с десерта. Если есть возможность, то его можно приготовить накануне. От этого он не станет хуже, а наоборот, будет еще вкуснее. Готовить буду кекс. Сразу скажу, чтобы все получилось, количество ингредиентов берите столько, сколько указано в рецепте. Единственное, масло можно взять меньше. Не 150 грамм, как у меня, а 75. Вкус от этого хуже не станет. А вот консистенция будет немного другая. В первом случае кекс получится более рассыпчатым, а во втором более пористым. Но и так будет вкусно. Разбиваю в миску 2 яйца. Немного взбиваю их и постепенно начинаю вводить сахар. Перетираю до полного его растворения. Вливаю тонкой струйкой растопленное сливочное масло. Оно не должно быть горячим. Не перестаю взбивать тесто. Кладу творог. Берите лучше всего мягкий. Если у вас зерненый, то разотрите его до однородной массы. Плохо протертый творог ухудшает качество кекса. Все хорошо взбиваю, чтобы не было комочков. Беру муку, добавляю в нее щепотку соли, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю и начинаю постепенно вводить ее в тесто. В готовое тесто можно добавить изюм, только хорошо его вымойте и обсушите. Вот такая консистенция должна получиться. Готовое тесто буду раскладывать по формам. Можно положить вот такие маленькие формочки. Из этого количества теста у меня получается 16 кексов. Но я решила поэкспериментировать. И часть теста буду выпекать вот в такой форме. Смазываю ее маслом, выкладываю половину теста, разравниваю. Кладу сюда небольшие дольки горького шоколада. Выкладываю вторую часть теста. Форма должна быть заполнена на 3/4. Шоколад можно не класть. Оставшееся тесто раскладываю по маленьким формочкам. Предварительно смазываю их маслом. В серединку кладу небольшую дольку шоколада. Ставлю запекаться в разогретую духовку до 220 градусов на 40 минут. Время выпечки смотрите по своей духовке. Готовность проверяйте с помощью зубочистки или ножа. Если у вас есть аэрогриль, то маленькие кексы выпекаются в нем на 180 градусов всего 7-10 минут. Готовый кекс достаю, даю им немного остыть. Выкладываю на блюдо. Остывший кекс посыпаю сахарной пудрой. Нарезать его лучше после полного остывания и дать немного отдохнуть. Чем он дольше стоит, тем вкуснее. Он хорошо пропекся со всех сторон, получился рассыпчатым и очень вкусным. Съели практически весь еще в процессе нарезки. А вот такие получились маленькие кексики. Шоколад внутри не очень растаял, но все равно вкусно. Так что положить изюм или шоколад решать вам. А можно обойтись вполне и без них. Ну что сказать. Кекс в очередной раз получился очень вкусным. Как говорится, что не ешь, то хочется. Далее приступаю к приготовлению закусок. Их я приготовила за то время, пока выпекался кекс. Первой закуской будет фаршированный помидор черри. Сначала приготовлю начинку. Для этого беру натертый на мелкой терке сыр, добавляю в него сметану, чеснок и зелень укропа. Солю. Перчу. Все хорошо перемешиваю. Сыр можно использовать любой, какой нравится. Беру помидоры черри, срезаю плодоножку и с помощью ножа и ложки удаляю мякоть. Для того, чтобы помидоры были более устойчивыми, срежьте немного низ. Подготовленные помидоры заполняю начинкой. Выкладываю на сервировочное блюдо листья салата и укропа. Ставлю помидоры. Все, можно подавать к столу. Перед подачей подержите немного в холодильнике. Следующая закуска будет из печени трески. Из зерненого творога. Необычно, но вкусно.
Подготовлю все продукты. Грецкие орехи можно измельчить в блендере, но я натираю на мелкой терке. Это будет панировка. Беру творог, мягкий не подойдет, только зерненый. И печень трески. Ее берите только хорошего качества и от проверенного производителя, если не хотите испортить продукты. Вот такую не берите. Взяла, потому что в магазинах не было той, какой я обычно беру. Прочитала состав, ничего лишнего. Печень, трески и соль. Все по ГОСТу. Но производитель или подпортил продукты, или в печень положил 90% молок. На вкус она горькая, да еще с каким-то ужасным послевкусием. Даже кот отказался есть. Кладу в миску печень, творог. Все хорошо перемешиваю. Я добавила еще сюда чеснок и укроп. Это по желанию. Из полученной массы делаю небольшие шарики размером с небольшую сливу. Обваливаю их в орехах и выкладываю на сервировочное блюдо. Можно наложить их вместе с помидорами черри, а можно подать отдельно. Перед подачей охладите. Просто, вкусно и необычно. Теперь буду готовить салаты. Первый салат называется шамахинский. Самое простое, что можно придумать. Но как вкусно! Предварительно подготовлю все продукты. Начну с нарезки лука. Нарезаю его тонкими полукольцами. Кладу в миску, заливаю яблочным уксусом, немного солю. Оставляю на 10-15 минут мариноваться. Мясо отварной говядины нарезаю соломкой. Маринованные огурцы также нарезаю соломкой. Кладу в салатник мясо, огурцы и промаринованный лук. Солю, перчу. Заправляю подсолнечным маслом. Лучше брать нерафинированное. Все хорошо перемешиваю. Листья салата мою, раскладываю их на тарелку. Выкладываю подготовленный салат. Украшаю зеленью и разрезанные четвертинки помидора черри. Салату можно дать немного постоять. Просто, но как вкусно и очень сытно. Следующий салат мой авторский. Назвала я его жульен. Приготовить его можно, как у меня, порционно, а можно сделать один большой салат. Начну с приготовления заправки. Беру натертые на мелкой терке желтки, немного горчицы, щепотку сахара, соль. Размешиваю все до однородной консистенции. Подготовленную массу кладу в сметану. Добавляю сюда чеснок, перец, перемешиваю. Вливаю чайную ложку яблочного уксуса. Все хорошо взбиваю венчиком. Соус подготовила, пока уберу. Для салата нам потребуется любой твердый сыр, натертый на мелкой терке. Отварная куриная грудка, нарезанная мелкими кубиками, лук и грибы. Я их предварительно обжарила, нарезав мелкими кубиками. Продукты подготовила. Буду собирать салат. Первым слоем будут грибы. Я их прямо в миске смазываю соусом. Вторым слоем лук, соус. Третий слой – куриная грудка. Смазываю соусом. Четвертый слой – сыр. Хорошо смазываю соусом. У меня остались еще белки. Я их тоже сюда выкладываю. Смазываю соусом. Салат не глубокий, поэтому получается 2 слоя. Опять кладу грибы, лук, курицу. Последний слой будет служить украшением. Наполовину салатника выкладываю сыр и оставшиеся желтки. Делаю между ними дорожку из укропа. Выкладываю ромашку, я ее вырезала из яйца, и листики из зеленого лука. Как я это делаю? Беру небольшое перышко лука, делаю надсечки, а затем с помощью ножа разрезаю с одной стороны, разворачиваю.
Вот такой листочек получился. Все, салат готов. Уберите его в холодильник и дайте ему немного пропитаться. Думаю, что без моего комментария понятно, что это очень вкусно. На горячее я решил приготовить очень вкусное итальянское блюдо. Называется оно миланезе с томатным соусом. Не пугайтесь, ничего сложного здесь нет. Время приготовления вместе с подготовкой не более 20 минут. Предварительно подготовлю все продукты. Беру филе куриной грудки, желательно весом не более 200 грамм. Срезаю все лишнее, накрываю пищевой пленкой и отбиваю до толщины 1 см. Вот так. Беру большое плоское блюдо, насыпаю панировочные сухари, можно приготовить их самим, высушить хлеб и размолоть блендером или в кофемолке. Добавляю к ним цедру одного лимона, я его натерла на мелкой терке, сыр, желательно пармезан, но я взяла чеддер, также натерла его на мелкой терке. Добавляю сюда орегано, или проще говоря душицу, перец, соль. Все перемешиваю, пока уберу. В большую глубокую тарелку разбиваю яйцо, перемешиваю, убираю. Теперь подготовлю продукты для соуса. Лук нарезала средними кубиками, такими же кубиками нарезала консервированные помидоры, предварительно сняв с них кожицу. Все готово. Грудку обмакиваю в яйцо, затем обваливаю в панировочных сухарях. И выкладываю на хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом. Огонь убавляю на средний. Накрываю крышкой и обжариваю курицу с обеих сторон до золотистого цвета. Примерно 5-6 минут с каждой стороны. Мясо переворачиваю. Крышкой больше не накрываю. Пока жарится мясо, приготовлю соус. Обжариваю лук до прозрачности. Добавляю к нему помидоры. При необходимости можно посолить. Перчу. Накрываю крышкой и тушу примерно 5-7 минут. Готовое мясо выкладываю на порционную тарелку. Поливаю его подготовленным соусом. Украшаю зеленью и помидорами черри. Мясо очень мягкое, сочное и, конечно же, вкусное. Вот такой стол за 2 часа до Нового года я приготовила. Сами видите, все просто и быстро. С наступающим праздником и всего самого лучшего. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.